Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хотела бы поделиться с вами своими размышлениями по поводу того, как сеять вербену гибридную, ампельную. Сегодня 28 января, и я начинаю посевы ампельных цветов, в их числе и ампельная вербена. Вербена – это засухоустойчивое растение, оно не любит сильно влагу, от влаги оно страдает. И в сегодняшних климатических условиях выращивать вербену – это супер удовольствие. Поливать практически не нужно. Единственное, не дать ей заболеть от мучнистой росы. Вот она не любит, когда бывают перепады температур и влага скапливается на листьях, образуется точка росы. Обычно это бывает утром и вечером. Поэтому если вы выращиваете вербену в ампельных кашпо, то в такие моменты ее нужно спрятать, чтобы она не попала в эту зону изменения температуры и роса не выпала на листьях. А так в остальное время она совершенно спокойно себя ведет. Это солнцелюбивое растение. Оно быстро растет, цветет практически все лето. Нужно только удалять цветоносы отцветшие. И она будет радовать вас прям с апреля и до октября. Семена у вербены в виде гвоздиков. Когда я начала заниматься семенами и сеять цветы, у меня даже однажды был такой казус. Я несколько упаковок семян открыла и использовала уже для посева. И в одной из них, очевидно, были семена вербены. Я подумала, что это просто обыкновенный мусор. Я их просто выбросила. Но потом, когда я сделала ревизию, оказалось, что одного растения у меня почему-то семян нет. Я поняла, что я сделала ошибку. И какую я сделала ошибку. Вот такие вот семена, гвоздики. Они ничем не обработаны, как это, например, бывает с петунией, семена, которые инкрустированы. Это вот простые, обычные такие палочки. У меня сегодня к посадке 4 вида ампельной вербены. Сейчас я их назову. Значит, первое это Purple Shadow with Eye. Вот такая вот вишневая, дымчатая, с белыми глазками. Следующая Pink Shadow, каскадная вербена, ампельная, вот так она выглядит. Еще одна это белая вербена, я ее взяла как фоновое растение, которое, на фоне которого прекрасно будут оттеняться те другие оттеночки. Еще одна вот семена, которые здесь у меня лежат в тарелочке, это Red with Eye, то есть красная с глазками. Вот так она выглядит. Я приготовила для посадки субстрат из верхового торфа. Эти емкости это стаканчики 200-граммовые. Внутри вот здесь вот есть дренажное отверстие, что обязательно. Почва состоит из верхового торфа с добавлением вермикулита, для того, чтобы влага хорошо держалась в самой почве. Ну и для обработки поверхности почвы я использую магникор. Фунгицид, который не даст заплесневеть, если вы будете поливать растения и если там что-то в почве есть из грибов. Я сделала с помощью ручки такие небольшие углубления, и теперь в каждое из этих углублений я выложу по одному семечку. Вот так вот. И немножко заделаю с помощью зубочистки.
Можно даже не заделывать, а просто вдавить в почву, и этого достаточно. Вот так я посажу 5 семян, затем сложу их в специальный контейнер, укрою пленкой и поставлю в теплое место. Примерно через 5-7 дней мы увидим первые ростки вербены. Почему я сею так рано? Потому что ампельные растения требуют времени для того, чтобы нарастить свои побеги боковые. Их должно быть достаточно много, и потом начать цветение. То есть для такого растения надо времени больше, чем для обычного кустового растения. Поэтому ампели я сею немножко раньше, примерно на 2 недели раньше. Собственно говоря, все, что я вам хотела рассказать. Дальше, по мере развития рассады, я буду вам показывать, как она себя чувствует, и мы дальше будем этот процесс продолжать. Но у меня пока все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, если видео вам понравилось. Пока-пока, до скорой встречи!